рожденная в затмении. Это история о дочери египетского фараона, которая стала великой жрицей. Давным-давно в стране горячего солнца и знойных песков правил фараон по имени Ахетеп. Его имя наводило ужас не потому, что было велико, а потому, что за ним тянулся шлейф крови. Его жестокость не знала границ. Народы дрожали под его скипетром, а реки нередко окрашивались в алый цвет. Он возводил статуи в свою честь, забывая, что настоящая сила не в камне, а в сердце. Его жена, прекрасная царица Нефрия, долгие годы оставалась бесплодной. В ее покоях было много тишины, молитв и вздохов. Она сжигала благовония и взывала к Нут, богине неба, прося лишь одно дитя, даже если судьба его будет трудна. Однажды во дворец пришла старая жрица, покрытая сединой на висках, сгорбленная, с лицом иссеченным временем. Она не просила разрешения, не кланялась, не боялась. Ее глаза сияли, как звезды сквозь пелену песчаной бури, пронизывая насквозь. «О, фараон!» — сказала она. «Грядет день, когда солнце исчезнет средь бела дня. В ту самую минуту родится дитя, непростое, но избранное. Ее голос услышат даже боги. Она изменит твой путь и путь мира». Фараон рассмеялся громко и жестоко, но Нефрия затаила слова жрицы в своем сердце. И вот однажды, когда над пустыней поднялся день, и вдруг свет померк, небо заволокла тьма, и солнце скрылось, как будто прячась от грядущего. В этот момент в покоях царицы Нефрии раздался первый крик девочки. Ахетеп в этот день возвращался с кровавого похода. Слуги ему доложили, что у него родилась дочь. Фараон встал на колени и взмолился к небу: «Хвала богам! Я стал отцом!» Дочь назвали Аментия в честь западного ветра и загробного мира, как будто судьба уже коснулась ее ладони. Девочка росла тихой и внимательной. С младенчества она тянулась к храмам, к таинствам, к звездам. Она слышала то, чего другие не слышали. Огонь не обжигал ее пальцев, вода поднималась навстречу ее взгляду, а птицы кружили над ней, словно сторожевые духи. Когда ей исполнилось 14, она сама надела белые одеяния жрицы и поднялась на ступени храма Ра. Там, перед алтарем, она подняла руки к небу и прошептала слова, от которых затрепетали даже самые древние жрицы. Они говорили, что в тот момент пески на мгновение вспыхнули, а небо озарилось багровым светом. «Я слышу вас», — сказала Аментия, — «и вы услышьте меня». С неба донесся громкий звон. Это боги ответили ей. С того момента началось ее служение. Она лечила души и тела, говорила с богами, обнимала прокаженных и молчала перед царями. Фараон, по-прежнему суровый, задумал выдать дочь замуж не ради ее счастья,
а ради политического союза. Он вызвал Аминтию во дворец и сказал ей о своем решении. Она смотрела на отца спокойно, а затем произнесла слова на языке древних, словно не она, а сами боги говорили ее устами. Фараон услышал ее голос, негромкий, но глубокий, словно река, уносящая все заблуждения. «Отец, ты видишь меня как женщину, которую можно отдать, но боги уже назвали мое имя в своих песнях. Я голос, я глаза тех, кто молил тебя о пощаде, тех, кого ты не услышал. Я тишина, что превратилась в гром». И в этот миг, когда она произнесла слова на языке древнем и священном, фараон задрожал. Он почувствовал не вину, нет, боль, настоящую, непереносимую боль внутри себя, как будто боги впервые дотронулись до его души. Он покрылся холодным потом. Он застыл на своем троне, словно живая статуя. Аминтия повернулась и вышла из зала. Перед его глазами замелькали лица, сотни лиц, когда-то умоляющих его о пощаде. Он, кто никогда не знал жалости, впервые заплакал. По его щекам текли слезы и обжигали ему лицо. С тех пор он стал приходить к ней ночью, украдкой, тайно. Он боялся, что днем кто-то увидит его и сочтет слабым. Он, кто не знал пощады, стал учеником. И только звезды были свидетелями его немых слез. Его дочь, рожденная в затмении, стала символом новой эпохи, эпохи справедливости и света. Но важнее всего, она изменила своего отца. Каждое ее слово, каждая молитва, каждый взгляд прожигали в его сердце трещины. Фараон, некогда великий и безжалостный, сбросил свои сандалии, покинул дворец и пошел по земле босиком. Он странствовал по миру, прося прощения у народов, и искупал свою вину. Он помнил об обещании, которое он дал самому себе. «Я должен пройти теми путями, по которым шли мои жертвы. Я должен чувствовать землю босиком, которую я топтал и поливал кровью невинных». Прошли годы. В храме Ра, под открытым небом, где пламя никогда не гасло, Аминтия стояла в тишине. Ее волосы трепетал утренний ветер, а белые одежды были просты, как у любой странницы. Ее лицо излучало свет, но не тот, что слепит, а тот, что согревает. Народы, когда-то враждовавшие, теперь собирались вместе на празднике солнца. Воины складывали свои мечи перед храмом. Дети играли под мирным небом, не зная страха. Люди из дальних земель приходили, чтобы услышать слова той, кто говорил с богами. Фараон Ахетеп, теперь уже седой, в простом плаще возвращался к храму раз в год, но не как правитель, а как ученик. Он кланялся перед алтарем, а потом долго смотрел на свою дочь, будто в ее глазах искал прощения. Она, посмотрев на него, лишь сказала: «Тьма не враг, это зеркало, и только тот,
Кто сможет увидеть в нем самого себя, сможет стать светом. Так завершилась эра крови и началась эпоха добра и мудрости. А звезды на небе шептали ее имя – Аментия, рожденная в затмении. Конец истории. Мои дорогие друзья, если вам понравилась эта история, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите комментарий. Ваша обратная связь – это самое дорогое для меня. Приходите, я всегда рада вам.